Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вика. Я рада приветствовать вас на своем канале, посвященном моему хобби вязанию игрушек крючком. И сегодня я приглашаю вас связать вместе со мной вот такого чудесного коалу. Так, друзья, что нам понадобится для вязания вот такого коалы? Конечно же, пряжа. Все цвета я буду писать обязательно в углу экрана. А также под видео вы сможете для себя посмотреть номера цветов, которые я использовала. Пряжа вся эта Gazal Baby Cotton. Вы можете использовать абсолютно любую пряжу, которая вам нравится. Вот весь набор, который мне понадобился. Плюс еще вот этот цвет, который у меня, к сожалению, закончился, в моточке его нет. Единственное, но вся эта пряжа должна быть одинаковой и абсолютно длины, если вы используете другую пряжу. Касаемо Gazal Baby Cotton, в 50 граммах 165 метров. Вот это толщина такого коала. Второй коала, которого я вязала, он из смешанной пряжи, но примерно одинакового размера. Вот этот желтый и вот этот серый цвет — это уже Alize Cotton Gold. Все остальное Gazal Baby Cotton тоже. Кроме этого нам понадобится крючок. Я вязала крючком номер 2. Вот крючок номер 2 миллиметра. Это оптимально для этой пряжи. Смотрите, дырок вообще никаких нет. Супер. Шило возможно для раздвижения вязаного полотна. Иголки тонкие и толстые, с толстым ушком. Что еще? Кусачки. Синтепух для набивки. Нам понадобятся глазки. Можете взять пришивные глазки или с креплениями глазки, или которые клеются глаза. Совершенно любые. Вот эти глаза 7 миллиметров, эти глаза 5 миллиметров. Выбирайте внешний вид, который вам больше нравится. Такими глазами и пользуйтесь. Ну и что еще? Булавки, маячок. В принципе, это все, что нам нужно. Свободное время, хорошее настроение. Приступаем. Итак, мы с вами приступаем к вязанию ручек. Берем основной цвет, серый. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Во вторую петлю от крючка начинаем вязание. 7 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и последний 7. Вот такая у нас получилась косичка. Теперь переворачиваем наше вязание и будем вязать с этой стороны вот по этим петелькам. Начинаем вывязывать пальчики. Для этого нам нужно провязать шишечку. Вяжем ее таким образом. Делаем накид, заводим крючок в петельку. Так, сейчас раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да, вот в этом. Вытягиваем нить. У нас на крючке 3 петли. Через первые 2 пропускаем нить. Так,
что-то мне не вышло. Нитка расслоилась. Вот так. У нас на крючке остается 2 петли. Опять делаем накид и в эту же петельку заводим крючок. Первые 2 петельки мы провязываем, и у нас на крючке остается 3 петли. Опять делаем накид, заводим крючок. Первые 2 провязываем, и у нас на крючке остается 4 петли. Все их вместе провязываем. И в следующую петельку вяжем столбик без накида. Вот таким образом. Потуже старайтесь его провязать, чтобы у нас шишечка округлилась. Смотрите, какая получилась шишечка. Теперь аналогично вяжем вторую шишечку. Заводим крючок с накидом, вытягиваем нить, первые 2 провязываем. Опять накид, первые 2 провязываем, и опять накид, и первые 2 провязываем. 4 петельки на крючке, их все вместе провязываем, и следующую петлю после нашей, в которой вязали, вяжем столбик без накида. Вот так, потуже тоже. Третий пальчик, накид, вытягиваем, первые 2 провязали, накид, вытягиваем, опять первые 2 провязали, накид, вытягиваем, первые 2 провязали, и теперь 4 вместе и столбик без накида. И последний пальчик у нас остался. Накид, вытягиваем, первые 2 вместе, так, накид, вытягиваем, 2 вместе, и последний накид, вытянули 2 петли, а теперь все 4. Вот так вот, да? Поворачиваем на эту сторону, где мы вязали 7 столбиков без накида, и продолжаем вязать столбик без накида. 7 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь вот по этой стороне, где вязали пальчики, тоже 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7. Смотрите, какие у нас получаются пальчики. Вот такие чудесные пальчики. Теперь нам необходимо для формирования ладошки еще провязать таким образом 3 ряда. Итак, мы с вами провязали 4 ряда. Получилась вот такая чудесная ладошка. У нее такие пальчики. Теперь мы будем с вами ввязывать цвет. Для того, чтобы у нас смещение по цвету шло более незаметно, мы провяжем еще 2 петельки, 2 столбика без накида, 1 и 2. Второй мы не довязываем, оставляем 2 петли на крючке.
для того, чтобы ввести красивый цвет. Берем другого цвета нитку и провязываю вместо серой белую. Так, теперь нам надо убрать наши, вернее не убрать, а закрепить, и после этого отрезать серую нитку. Поэтому мы ее кладем на крючок и провяжем вместе 3 столбика без накида, чтобы она у нас закрепилась. Вот, вводим крючок в петельку и кладем сюда на крючок все. Раз, второй, два и третья, 3. Теперь мы серую нитку можем отрезать смело. Она нам больше не понадобится и закреплена. Вот эти все ниточки мы уберем вовнутрь, чтобы они нам не мешали. Ну, эти, наверное, вряд ли получится убрать, торчат так сильно. Так. Пробуем запихнуть. Вот так. Вяжем до конца наши 14 столбиков без накида. Так, это у нас уже 4-й. 5-й. 6-й. 7-й. 8-й. 11, такой же ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 11, 12, 13 и 14 петлю мы опять не довязываем, оставляем 2 петли на крючке, когда провязываем, и вводим следующий цвет. Вот это такой голубенький. Всегда нужно будет цвет менять именно таким образом. Сейчас мы закрепим синюю нить, чтобы она у нас никуда не выскочила. Таким же образом тоже будем класть на крючок и провяжем ее вместе с 3 столбиками без накида. 1, 2, последний 3. Так, теперь мы ее можем спрятать тоже вовнутрь, чтобы она нам не мешала. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
И вот как раз 14 наша петля, которую мы не довязываем, 2 петли на крючке, и добавляем белую нитку. Вот смотрите, что у нас получается. У нас получается очень ровный вот такой переход. Ближе к камере поднесу. Вот смотрите, какой ровный переход. Вот смотрите, у нас 2 ряда белым, 1 ряд синим, или теми цветами, которые вы себе выбрали. Этот вот это повторение раппорта нам необходимо провязать 7 раз. Либо если вы вяжете одним цветом, то тогда необходимо провязать 21 ряд. Ну, в сумме 21 ряд. Либо 7 по 3 ряда, либо 21 ряд одним цветом. И после этого мы с вами будем закрывать ручку. Так, друзья, если вы все делали правильно, провязали 21 ряд, у вас должна получиться вот такая вот ручка. Вот такой у нас ровный шов идет. За счет того, что мы вязали по кругу, он немного смещается, поэтому мы с вами еще провязали 2 петельки. Но все равно он заходит на лицевую сторону, но это будет немного не так сильно заметно. Ручка будет вот таким образом прилегать к телу. Так, теперь нам необходимо набить ее как следует и закрыть. Вот смотрим, складываем ее прям пополам ровненько. И нам необходимо увести вязание наше в край, вот сюда. Да? Вот сюда. Я провязала 13 петель в последнем ряду для того, чтобы перейти на белую нитку. Так, вот это у нас 14. И сколько нам еще 2 петли не хватает для того, чтобы в край уйти. 1 и 2. Так, вот ниточку вытягиваем. Голубую нитку мы отрезаем уже, она нам не нужна. Теперь набивать будем ручку. Берем синтепух, палочку, набиваем ручку плотненько в зоне ладошки, в районе ладошки. И чем дальше, чем ближе к телу она будет, то есть чем выше, тем меньше мы ее набивать будем. Плотно только она должна быть снизу, где ладошка. Вместе с ниткой набиваю. Так, смотрите, как у нас раскрываются при этом пальчики. Ох, что-то я тут набила так прям аж. Нитка убежала у меня. Я люблю набивать синтепухом, но есть в этом и минус большой. Если начинаешь что-то пришивать сквозь игрушку, он обязательно имеет такую склонность где-нибудь вылезать в неподходящем месте. Смотрите, как пальчики торчат. Так вот, еще немного. Сюда. Вы можете набивать синтепухом, холофайбером, шариковым или вот таким вот обычным, каким набиваю я. Можно набивать синтепоном. Там надо быть просто немного аккуратнее, потому что он будет плотно довольно-таки сидеть, и надо распределять его очень хорошо. Можно и ватой, но с ватой еще надо аккуратнее быть. Можно кардачосом набивать, но это, мне кажется, очень дорого. Это уже должны быть очень хорошие какие-то дорогие игрушки. Так, вот, набила. Вот, смотрите, пальчик прикладываете вот так вот. И вот это расстояние вы не набиваете. Это примерно где-то 5 рядов. Теперь закрываем нашу ручку. Для этого нам необходимо провязать 7 столбиков без накида. Так, что-то я накрутила. 7 столбиков без накида, захватывая столбики, петли с каждой стороны. Так, приступаем.
первый. И вот тут второй. Так, раз. Опять первый. С этой стороны второй. Два. Первый с этой стороны второй. Три. Далее 4. 5. 6. Последний 7. Отличненько. Теперь нам надо ниточку закрепить. Мы для этого еще одну воздушную петельку, чтобы затянуть как следует. Отстрекаем. Так вот. У нас наша ручка. Так, теперь нам надо связать точно такую же вторую ручку. Единственное, но нам надо будет сместить вот этот шовчик перехода на эту сторону. Это у нас правая ручка, будем вязать левую. Для этого мы, когда вы провяжете ладошки 4 ряда вот эти, вы начнете присоединять нить не здесь, а еще провяжете 8 петель. И тогда у вас шов смещения пойдет вот по этой стороне, вот так плавно сюда уйдет. И ручка будет вот так прилегать, да, уже здесь не будет ничего. А потом, после этого, мы с вами приступим к вязанию ножек. Итак, у нас есть теперь 2 ручки. Вот такие чудесные ручки. У одной шовчик у нас по левой стороне, а у второй шовчик по правой стороне. Вот так, да? Вот так они будут прилегать к телу. С этой стороны будет ничего не видно. И теперь нам пора приступить к вязанию ножек. Для этого сначала будем вязать пяточку, подошву, а потом уже вывязывать саму ножку. Берем розовую пряжу, кольцо амигуруми, вяжем 6 столбиков без накида. Так, закрепочный. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем колечко. Теперь нам надо в каждую петельку провязать по 2 столбика без накида. Таким образом мы увеличим наше колечко, наш ряд из 6 до 12 петель. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отлично. Вот кружочек наш. Теперь будем вязать следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторим так 6 раз. И в конце у нас получится 18 петель. 1, прибавка, 2, 3, 4, прибавка, 5, 6, 5, 5, 6, 7, прибавка, 8, 9, дальше 10, прибавка, 11, 12,
13, прибавка 14, 15, последний столбик 16 и последняя прибавка 17, 18. Вот такая у нас получается шестиугольная деталька. Чтобы в конце у нас не было этих углов, мы сейчас с вами провяжем один столбик смещения. Один провязываем и отсюда начнем отсчет. Теперь мы увеличим до 24 петель. Для этого будем вязать 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида, прибавка. Так повторим 6 раз. Так, 1, 2, прибавка, 3, 4. Далее 5, 6, прибавка, 7, 8. Продолжаем. 9, 10. Прибавка 11, 12. Далее 13, 14. Прибавка 15, 16. Далее 17, 18. Прибавка 19, 20. Далее 21, 22 и прибавка последняя 23. 24 не провязываем, оставляем вот так 2 петельки на крючке для того, чтобы ввязать серую нитку. Вот это у нас 24 последняя. Отлично, смотрите, теперь нам необходимо вязать будет за заднюю стенку петли. То есть вот у нас она петля, а мы вязать будем за заднюю стенку. Только вот эту брать. Необходимо провязать 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Отлично. Теперь розовую отрезаем нитку. Убираем ее вообще, она мне нужна больше. Только будем серой вязать всю ножку. Теперь будем вывязывать пальчики. Вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь будем вязать шишечки. Вяжем их так же, как вязали на ручках. Накид. Вытягиваем нитку, 2 петельки провязываем. Опять накид. В ту же петельку вытягиваем нитку, 2 петельки провязываем. 3 петли на крючке, накид. В ту же петельку вытягиваем нитку, 2 петельки провязываем, первые 2. 4 петли на крючке. Так,
Вот так. Отлично. 4 петли на крючке. Провязываем их вместе. И в следующую петельку столбик без накида. Вот такая шишечка. Второй пальчик, накид. Вытягиваем. Первые 2 провязали. Накид. Вытягиваем. Опять первые 2 провязали. У нас уже 3 петли на крючке. Так. Не хочет. Сейчас переделаем. 3 петли на крючке. И последний накид. Вытягиваем. И 4 петли на крючке. Провязали первые 2. 4 петли на крючке вместе провязали. Так, отлично. И столбик без накида в следующую петельку. Дальше накид. Первые 2 провязали. Накид. Первые 2 провязали. Накид. Первые 2 провязали. 4 петли на крючке. Вместе провязали. Столбик без накида в следующую. И последний пальчик, накид. Первые 2 провязали. Накид. Первые 2 провязали. Накид. Первые 2 провязали. 4 петли на крючке. Все вместе протягиваем через все вместе нитку и вяжем еще 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас в ряду все еще 24 петли. Сейчас начинаем убавки для формирования нашей стопы. Итак, вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавку делаем. Подцепляем первую петельку за переднюю стенку, вторую петельку за переднюю стенку. Провязываем вместе. Между ними, неправильно я вам сказала, 7, 9 надо было вязать, 7. Ой, простите, 7. Дальше вяжем 8 и 9. Это в следующем ряду у нас будет 7, 9. Так, теперь делаем убавку. Первую петельку и вторую за переднюю стенку. Убавка. Что-то прям все. Убавка. Теперь мы вяжем 2 столбика без накида и делаем вторую убавку. 1, 2. Вторую убавку. За переднюю стеночку, 2 соседних петельки. И теперь мы вяжем еще 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. У нас должно получиться 22 петли в конце ряда этого. Теперь мы вяжем 7 уже столбиков без накида. Будет 3 убавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 2 петельки соседние за переднюю стеночку, убавка. Далее 1 столбик без накида, опять 2 петельки соседние, убавку делаем за переднюю стеночку, опять столбик без накида и последняя убавочка, 2 петельки за передние стеночки. Так, и теперь у нас осталось еще 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас должно было с вами получиться 19 петель в этом ряду. Продолжаем сейчас наши убавки. Смотрите, уже ножка формируется, да, у нас. Продолжаем наши убавки. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь убавка у нас идет за передние стеночки петель. Между убавками вяжем 2 столбика без накида. Вот они. 1, 2. И опять за передние стеночки петель убавка. И 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, отлично. Теперь у нас получилось 17 петель в этом ряду. Продолжаем убавки. 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем убавочку за передние стеночки. Это самая лучшая убавка, которая вообще возможна. 6 столбиков без накида вяжем. Так. 1. Мешается ниточка. 2, 3, 4, 5, 6. Верно мы остановились? Да, все верно. У нас должна получиться 16 петель на этом ряду. Сейчас мы провяжем просто ряд из 16 столбиков без накида. Так, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Где-то у нас 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последний 16. Отлично. Да, вот у нас уходит сюда, все правильно. Так, 16, да, провязали. Ну и делаем последнюю убавку. 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, убавка, и 6 еще. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, теперь мы выставляем себе маячок, чтобы понимать, сколько рядов мы вяжем. Я просто ниточку достану, которую мы там спрятали. Хоть серую, хоть розовую, без разницы. Так. И нам необходимо будет провязать еще 15 рядов. 15 рядов по 15 столбиков без накида. После этого ножку с вами мы будем закрывать. Итак, друзья, провязали мы с вами 15 рядов. Вот смотрите, начало у нас было здесь, да? Вот как по круговому вязанию, как насколько сильно смещается вязание. Вот оно идет, 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 и вот отсюда. Ничего там страшного нету. Нам необходимо для того, чтобы закрыть ножку. Опять делаем ее плоской. Все вяжут по-разному. Смотрите, куда у вас ушло. Нам необходимо вот в этот край вывести нить. То есть мы сейчас еще провяжем вот до сюда. Для того, чтобы закрывать по лицевой стороне. Это у нас примерно 8 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас проверим, что у нас получилось. Плоско делаем. Да, получилось все отлично. Вот так, да. Или можно вот еще одну петлю провязать, чтобы уж совсем наверняка. 9. Так, вытягиваем нить, набиваем нашу ножку. Набиваем тем же самым синтепухом. Но я предпочитаю набивать вертикально, чтобы вот эта пяточка наша, стопа, вообще не так сильно топорщилась. Можно было, конечно, ставить пуговку для фиксирования ее, такой круглой. Или из пластика что-то вырезать. Почему пуговка пластик? Потому что картон в случае стирки у вас, естественно, поплывет. Но я вот ни разу не стирала эти игрушки. Ну, если у вас есть маленькие детки, для них вы будете это вязать, то, конечно, надо будет стирать. Поэтому мы с вами будем делать безопасные глаза. Но это все дальше. Сейчас просто мы с вами набиваем. В случае, если вы хотите прям ровную стопу,
имею в виду вот по этой поверхности, да, чтобы она у вас вот такой выпуклой не была, вам необходимо будет вставить либо пуговицу, либо вырезать что-то от крышечки йогурта, сметаны там. Но игрушка не стоячая, поэтому я не вижу необходимости формировать так сильно ножку. Ну, может быть, кому-то для красоты больше будет нравиться сформированная. Мне больше нравится округлая пяточка, такая мягкая. Набиваем ее аналогично ручке, то есть палец толщиной мы не набиваем. Вот так примерно, да, смотрите, раз, палец приложили, не набиваем. Все, отличная ножка. Теперь закрываем также через край, провязываем 2 стороны вместе. У нас здесь 15 столбиков, 15 петель, провяжем их вместе, чтобы получилось 7 петель на выходе, то есть 7 столбиков без накида. Одна у нас будет болтаться, но это в принципе будет все равно незаметно. Можем ее вот первую не провязывать, вот так сделать, да? Вторую. Раз, два, три, 4, 5, 6, последняя, 7, 7. Точно так же воздушной петелькой, которую мы подтянем как следует, закрепим. Ее будет не видно. Вот она у нас тут спряталась. 7 петелек. Нам эти петли очень нужны, мы по ним и будем вязать в дальнейшем наше туловище по передней и задней стороне. Вот такая у нас ножка. Первую ножку мы с вами отрезаем нитку. Это у нас будет правая нога. А вторую ножку я уже ее связала. Мы от нитки не убираем. Смотрите как. Точно так же закрыли ее. Это у нас левая нога. И оставили здесь нитку. Никакие воздушные петли мы не делаем. То есть она вот она у нас не затянутая. Это необходимо для того, чтобы потом наши ножки соединить. Итак, на данный момент у нас есть с вами 2 ноги, 2 руки. Вот так, да? Правильно. Вот так. 2 руки. Вот будет туловище. 2 ноги, 2 руки. Во втором этапе мы с вами свяжем тело и крепление для головы. Ну а далее уже приступим к самому интересному. Это голова и оформление. Пишите в комментариях, что вам было непонятно, что возможно, надо поправить в будущих видео. Обязательно расскажите, какой цвет выбрали для своей кофточки. Мне будет очень интересно. Я пробовала очень много сочетаний цветов, но для меня оптимальный самый это голубой с белым, как оказалось. И встречаемся с вами во второй части нашего мастер-класса. Удачи вам и спасибо большое за просмотр.